Привет, любители ролевых игр. Добро пожаловать в новый выпуск. Студия Alchemy Interactive, разработчик ремейка Gothic, недавно выложила очередной эпизод из серии «Как создается игра». Эти выпуски всегда содержат массу информации. Свежие игровые кадры, интересные приемы с магией холода, множество сведений об открытом мире и расписаниях МИПов, новую систему доспехов, усовершенствование для всех локаций, дополнительные варианты прохождения заданий, обновленные модели персонажа и даже новости о женских образах. Я подробно разберу все эти темы, поделюсь тем, что считаю самым интересным, и помогу понять, чего стоит ждать от ремейка. Также я хочу включить некоторые сведения из предыдущего отчета о разработке, так как не рассматривал его раньше. Есть пересекающаяся информация об отдельных особенностях. Думаю, будет полезно рассказать и об этом. Не удивлюсь, если это произойдет в ближайшем обновлении, в начале марта. Перейдем к первой теме. В свежем девлоге есть отличный момент. Безымянный герой использует магию холода, чтобы пройти по воде. Такие детали делают исследование мира увлекательнее и живее. А в случае Gothic еще и усиливают погружение. Как вы, вероятно, знаете, эффект присутствия – фундаментальная часть оригинальной игры, и подобные приемы абсолютно логичны. К тому же это выглядит впечатляюще и, возможно, окажется полезным в водных зонах. В новом контенте появятся дополнительные локации с водой, хотя и в исходной версии уже было немало водных участков. Например, в лагере Братства там тоже можно найти небольшие водные зоны. Говоря о взаимодействии с окружением, существа в открытом мире ремейка должны стать еще более живыми. Оригинальный Gothic 1 уже добился в этом многого. Даже спустя 25 лет его мир кажется более живым, чем у большинства современных RPG. Это не преувеличение. В ремейке Gothic существа смогут больше взаимодействовать. Примечательна сцена с трупом пожирателя падали. Мы видим, как в реальном времени происходит разложение. Разработчики не акцентировали на этом внимание. Это было частью разговора о живом и изменчивом мире. Лично я считаю это отличным нововведением. Хотя, возможно, эту функцию многие отключат ради производительности. Если убитая тварь остается, а также визуализируется процесс разложения, это наверняка негативно скажется на быстродействии. Кстати, в одном сегменте о производительности рассказывали, что для персонажей разработали специальный инструмент, благодаря которому удалось заметно повысить FPS. Возможно, подобные средства появятся и тут, но пока неизвестно. Это еще одна небольшая деталь, работающая на атмосферу и убедительность открытого мира. Также разработчики подтвердили, что существа будут взаимодействовать друг с другом, что вполне ожидаемо. Даже в оригинале встречались такие фишки, как драки между тварями и анимации поедания друг друга. В ремейке этого будет только больше. Например, показали кадры, где кровавая муха питается с помощью жала или ящерица пьет воду из реки. Отличные иллюстрации взаимодействия созданий с окружающим миром. Однако, дело не только в существах. Еще важнее взаимодействие людей и НИПов друг с другом и с окружением. Разработчики Alchemy отметили, теперь НИПы чаще реагируют на происходящее вокруг. Например, люди бросают текущие дела, чтобы послушать, когда Балпер Вес набирает народ в братство в старом лагере. МИПы также будут переносить предметы, реагировать на погоду и так далее. Больше всего меня впечатлило. Ключевые события будут менять не только распорядок МИПов, но и саму окружающую среду. Думаю, такое произойдет после важнейших сюжетных моментов. Вероятно, после каждой главы. Менять рутины МИПов – одно, но менять окружение – задача куда масштабнее. Поэтому очень жду новых подробностей именно по этой теме.
Не устану повторять. В ремейке крайне важно грамотно реализовать распорядки дня НИПов. Это была моя главная тревога о ремейке ИИИ. Решение доработать эту систему было правильным, хотя и изначально она была отличной. Это одна из причин, почему игра до сих пор актуальна, даже несмотря на устаревшую графику. После сегмента я почувствовал. Однако до конца быть уверенным не могу. Дождусь, когда смогу опробовать игру сам. Перейдем к новой системе доспехов. В Gothic 1 броня была проста. Один слот для комплекта доспеха, дающего прирост защиты. В каждой фракции было по 5 комплектов, которые открывались по ходу развития. Также были несколько вариантов брони, не привязанных к фракциям. Для того времени это было неплохо. Особенно для старой РПГ, но сегодня подобное смотрится слишком просто. Тем не менее, получение новой брони после продвижения по фракции всегда было ощутимо. Отсюда и крутое ощущение прогресса в Gothic. В ремейке систему брони собираются усовершенствовать, а последнее обновление содержит новую информацию. Игрок сможет улучшать элементы доспехов, обращаясь к НИПам наподобие Фиска или Вульфа. Да, именно элементы доспехов, а не цельный комплект. В ремейке Gothic для персонажа будет 3 слота брони: грудь, пояс и штаны, ботинки. Думаю, это логичное решение. В оригинале система экипировки была довольно простой. Не только у героя, но и у НИПов разнообразие комплектов оставляло желать лучшего. Теперь на персонажах можно будет увидеть множество вариантов доспехов. И главное, все эти вариации будут доступны игроку, когда он воспользуется новой системой брони. Все 3 элемента экипировки можно улучшать. Большинство улучшений усиливают защиты и изменяют внешний вид. Таким образом, даже если 2 игрока наденут одинаковые элементы в каждом слоте, их персонажи будут выглядеть совсем по-разному благодаря апгрейдам. Мне этот подход очень нравится. Вместо полной замены механики разработчики расширяют старую систему. То же чувство возникает и при обновлении других игровых функций ремейка, а не только системы брони. К тому же, улучшение стоит дорого, как и должно быть. Еще один интересный параметр защиты доступен при определенных улучшениях. Если я все правильно понял, экипировку можно модифицировать так, что это уменьшит урон от падений и позволит быстрее осваивать новые территории. Это отличная идея. Скорее всего, такое улучшение будет легким вариантом для обуви или штанов. Интересно, добавят ли еще подобные уникальные модификации, кроме стандартных защитных бонусов? Надеюсь, таких необычных апгрейдов станет больше. Они действительно могут сделать геймплей интереснее. В любом случае, главное, чтобы система прогрессии, как и прежде, вызывала радость, когда получаешь новый доспех. Такова должна быть цель системы брони. Если в ремейке сумеют к этому прийти, все дополнительные улучшения станут лишь приятным бонусом. Если нет, новыми функциями никто не воспользуется. Ладно, оставим в стороне личные споры. Одна из задач ремейка — расширить контент старых локаций и добавить совершенно новые области с миссиями. Одна из таких — старинный монастырь монахов. В оригинале место было атмосферным, но казалось пустым и недоделанным, хотя с ним связано несколько квестов. Казалось, Piranha Bytes могли бы придумать здесь что-то особенное. По словам Мильтона, одного из спутников героя, монастырь монахов принадлежал служителям Бога, научившего их превращаться в различных существ. Видимо, речь о боге равновесия Аденосе, как у друидов в Gothic 3. Впрочем, позже все монахи исчезли при невыясненных обстоятельствах, еще до появления барьера. Это интересные детали мифологии Gothic,
она туманна. Мне интересно, как Архимия расширит участок и добавит задания о модернизации других локаций. Храм Спящего и башня Зардоса также обновят. О храме почти ничего не известно, кроме того, что его реализация была крайне сложной задачей. Оригинальный храм Спящего и так был масштабным, хоть и не идеальным. Бои в храме были откровенно слабым местом. Надеюсь, их проработают лучше. Головоломки были нормальными, но, вероятно, их тоже улучшат. Башня Зардоса на новых кадрах преобразилась до неузнаваемости. И в лучшую сторону. Смотрите сами. Выглядит потрясающе. Неясно, добавят ли отдельные задания, связанные с Зардосом и его башней, но подобное вполне возможно. Обновление за декабрь гласит: в ремейке появится около 20-25% новых побочных заданий. Дополнены и старые квесты. Добавлены новые варианты прохождения. Игра в целом станет значительно масштабнее. К тому же, над ремейком работает Матиас Филлер, соавтор сценария первого Готик. Отличные новости. Теперь в проект войдет все, что он задумал для оригинала, а сюжетные дыры будут устранены. В прошлом отчете подробно говорили об орках. Обсуждали отличия между орками из Gothic 1 и Gothic 3. В третьей части они казались более развитой и организованной силой, хотя все еще были жестокими воителями. В первой и второй играх орки выглядели куда дикее. Здорово, что разработчики расширяют язык орков и делают их реальнее. В шахтерской колонии орки практически отрезаны от остального мира и лишены ресурсов. Разработчики также подтвердили, те орки, которых мы встречаем в боях первой части, далеко не представитель высших слоев орочьего общества. Это было очевидно, хотя часть фанатов считала орков в третьей части неуместными. Я всегда был с этим не согласен. Ведь тогда в мире оставался бы только один тип орков, что довольно скучно. Ладно, опять отвлекся. Очень интересно, как они реализуют больше вариантов для старых заданий. Обещают, что теперь можно будет выбрать разные пути, побеседовать с новыми НИПами и получить иные результаты. Звучит отлично. Главное, чтобы при этом не ухудшилось качество квестов. Разработчики также затронули одну из главных проблем поздних глав Готик. Несмотря на свободу в начале, к концу сюжет становился жестко линейным и почти не содержал побочных заданий. В ремейке ошибку не повторят. Детали расширения глав не раскрыты, но все вышеперечисленное касательно нового контента явно сыграет в этом важную роль. Например, есть сцена, где безымянный герой атакует персонажа. Уникальное событие. Разработчики могут создавать подобное. Частью обновления стала демонстрация моделей и лиц персонажей. Сравнение с оригиналом. Еще в 2001 Piranha Bytes сделали потрясающую работу. Несмотря на 5 пикселей, все персонажи отличались друг от друга, а главное, запоминались игрокам. Поэтому ощущение нереальности испытываешь, глядя на обновленные высокодетализированные лица. Показали героев первой и второй важности, тех, с кем вы чаще всего взаимодействуете, и менее значимых, но тоже заметных персонажей. Даже менее важные герои теперь выглядят очень достойно. Некоторые, возможно, даже слишком реалистично. Но, очевидно, это творческая задумка. Также показали много 3D-моделей вблизи. Женские лица обновлены еще не были, но в свежем ролике есть новая сцена с рабыней из оригинальной заставки. Мы видим этот эпизод только с одного ракурса, однако визуальное оформление максимально близко к оригиналу. Это не случайно. Вероятно, и другие спорные женские образы будут исправлены. Скорее всего, обновят и других героинь из тех сцен, что вызвали наибольший резонанс. Еще одно нововведение –
Погодные эффекты. Они заметно преобразят внешний вид игры. Мне очень интересно взглянуть на это, ведь раньше в игре, кроме цикла дня и иногда дождя, ничего подобного не было. Потому столь разнообразные погодные явления, вплоть до изменений силы волн, именно то, что хотелось бы увидеть. На этом все, о чем я хотел рассказать по обновлениям ремейка Gothic. Так что оставайтесь с нами. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Если хочется поддержать меня сильнее,